Всем привет! Я делаю сегодня огурцы. У меня их немного, около 5 килограмм, примерно маленькие. Вот так посмотрела, килограмм 5-4 где-то. Буду делать огурчики в томатном соусе. Встать мне негде, все знают, что у нас дома ремонт. Все, кто уже давно нас смотрит, кто давно нас не смотрит, вы на канале 11 детей «Наша жизнь». И вот самый маленький дитё, Ваня помогает, Никита нас снимает. Только бедный тоже забежал, помылся. У нас дома идет глобальный ремонт. И уже я планирую, и от этого планируют все, заехать в ту кухню. Но кухонный гарнитур, сказали, будет готов только в конце месяца, мы заказывали. Готовых нету в конце месяца, только в конце августа. Но мы заедем без кухни. Какая разница? Пока занесем старые столы, будем со старыми. Сейчас папа проводит сегодня проводку. Парни сейчас чистили, швы на плитке замазали на полу, они чистили. Поэтому, в общем, стройку, рум-тур. Кухню делали, и туалет делали. И туалет, то есть у нас дома и сейчас нам надо будет здесь все делать, все это убирать из кухни, из коридорчика, превращать это все в маленькую комнатку такую выходного дня. Поэтому мы с Ваней вот тут встали и делаем. Я нарезала, намыла и нарезала. Это помидоры. 20-литровую кастрюлю помидор. Сейчас мы с маленьким Иваном перекрутим все помидорки и расскажем, что дальше будем делать. С Иваном маленьким мы перекрутили помидоры. У нас получилось 20 литров крученых помидоров. Сейчас они варятся. Вот эти помидорки я процеживать не буду. Так и залью вот вместе с мякотью. Вместе с мякотью очень вкусно. Я сейчас буду отрезать огурчики, вот так делать. Буду вот такие огурчики, они маленькие. Когда вот такие старые огурцы, я их чищу, режу. Получается, еще потом в рассоле провариваю. Делаю как салат. А вот эти маленькие сейчас, пока у меня закипает, у меня еще в посудомойке моются, ну, так если большой, вот так сделаю, моются банки в посудомойке еще. Поэтому я не тороплюсь. Сейчас у меня варится, закипает, и пусть кипятится минут 20. Как раз сейчас посудомойка уже домывает. И покажу. Огурчики сейчас все вот такие красивые. Они у меня красивые. Это будут такие. Разные будут. Снежана у меня любит, когда именно она их ест, когда я делаю старые, чищу шкурки, мелко режу. Но это другие. Немножечко сейчас сначала эти сделаю. Я не знаю, сколько баночек у меня получится из этих. Эти будут все детки, взрослые кушать все. И те кушают. А потом вот со старых огурчиков еще с этим же томатом сделаю, поварю их. То есть мы накрутили, у нас еще много помидоров. Кетчуп сначала мы не делаем, сначала занимаемся банками. У нас везде висит все. Я уже говорила, что двери открытые, потому что стройка идет. Стройка в таких масштабах идет, что уже пора заканчивать. Но заканчивать еще не за горами. Пока делаем. Сейчас все огурчики перережу. Мои помидоры закипели. И теперь я закладываю баночки. Здесь у меня сейчас просто кручены через мясорубку помидорки. Сейчас я делаю баночки. Вообще разнокалиберные у меня, потому что я только закрутки делаю. Уже много сделано. Душистый перчик. В пол-литровую по одной достаточно, в литровую 2 кину. Душистый перчик. Горошек.
Так вот по 3 штучки, раз, по 5 где. Горошек можно чуть-чуть, чтобы сильно запах не перебивать. И лавровый листик везде только по 1 штучке. Только для вкуса. И все. В баночке я больше ничего добавлять не буду. И теперь я кидаю огурчики. Огурчики много не накидываю, если вот видите. Потому что делаю маленькие баночки, но не съедают дети у нас. Не едят. Лучше пусть 2-3 баночки откроют, если съедят. Ну, зато не выкинется, а то все выкидывается. И эти огурчики будет вкусно попить рассол. Ну, а если уж останется... Ой, Валера. Валера принес уксус 9%. Ездил. Гонец. Гонец. Все. И очень вкусный рассольчик попить. Ой, да мне даже нет. Поэтому вот так делаю. Где-то огурчики толстые разрезала пополам, а где-то тоненькие, целенькие, чтобы они пропитались. Вот так вот прям хаотично их набросала. Потому что вкусненький очень будет рассольчик. Ой, попка попала. Попка! Попка, конечно. А попку я положила в отдельную кастрюльку. Я еще вам не показывала. У меня есть 2 поросенка. Это я вам покажу еще рум-тур по своей стайке. В общем, стайка забивается. Да, вот эта баночка мне даже не пригодится. В эту баночку я кетчуп солю, потому что у меня 20-литровая кастрюля. 18 литров у меня томата. Я сейчас вот это залью, а то я сделаю кетчупом просто погуще. Добавлю туда лук, чеснок, поварю. Так, все разложила. Эта баночка мне не пригодилась. Это пригодилось. Сейчас у меня вот эти баночки уже залиты кипяточком. Чайник кипятится. Сейчас эти тоже заливаю кипяточком. И 10 минут стоят, пока я буду оформлять пока я буду томатный рассол заправлять. Соль, сахар, все остальное. Огурчики пропарятся. Вот так вот. Можно, конечно, больше огурчиков напихивать, тогда меньше рассола понадобится. Ну, у меня, я вот так достанут, а то достанут варенье. Баночки-то уже маленькие делают. Варенье вкусное, а дети не едят. Так как помидоров у меня много, у меня еще стоят, я накручивала, то сейчас я выливаю в кастрюлю, где есть шкала мерная, чтобы четко рассчитать сахар и соль. Чтобы все было по рецепту и вкусненько. Все. Я сейчас сюда переливаю. И уже в этой кастрюле я буду добавлять соль и сахар. Рассол кипит уже 15 минут. Мне надо, чтобы 20, поэтому у меня здесь 8 литров. Я специально перелила в мерную посуду на 1 литр томата. Я добавляю столовую ложку, немножечко с горочкой такую. 8 столовых ложек я добавляю на 1 литр томата. Я добавляю 1 столовую немножечко с горочкой соли. Я не боюсь, потому что огурчики соль еще заберут, и томат будет вкусный-вкусный. Я 2 опустила. У меня 8 литров. 3, 4, 8. Также добавляю 2 столовые ложки на литр томата. У меня 8. Значит, 16. 2, 3, 15. 16. Сделала всего
Сделала всего 8 литров. Делается томат очень быстро для этих огурчиков. Поэтому, если вдруг мне что-то не хватит, немножечко, я еще добавлю этот состав и залью баночки. Вот 8 литров. Сейчас разойдется. И буду добавлять уксус. Уксуса я буду добавлять 9% уксус у меня. Я буду добавлять 2 столовые ложки на 1 литр. Значит, я буду добавлять 16 ложек. И когда залью уксус, сразу начну сливать баночки. Так как у меня большая посуда, я не буду выключать, а буду прям с огня наливать. При помощи вот такой вороночки. Очень удобная воронка, уже пользуюсь несколько лет. Баночка чистенькая остается. И буду закручивать. Нет. Пока у меня томат кипятится, я прибежала посмотреть, чем занимается Иван. Иван проводит проводку полностью в новой кухне. Я очень планирую, у нас в четверг будут гости. И я очень планирую гостей уже встречать в этой кухне, хотя она не готова. Мы побелим. Иван сегодня Чем ты прошелся потолок? Забыли все у нас, мы устали. Чем прошел? Сейчас я этой грунтовкой. Да, грунтовкой прошелся, приклеил багеты и проводит полностью проводку, потому что это вот наш новый кондиционер. Мы купили новую электрическую плитку, хотя у нас газовая. Мы хотим, чтобы у нас было 2 плитки. И я планирую сюда заехать пока с новой мебелью, пока со старой мебелью. Шкафчики вешать не буду, столы занесу, потому что мы заложили окно. Мы хотели окно не закладывать, а сделать как общение. Ну, что-то прям окошечко в окошечко. Мы заложили окно, поэтому здесь у нас будет обеденная зона, а там будет просто зал, гостиная. Гости приехали, здесь кушаем, а там развлекаемся. Ну, мы там поставим тоже стол. У нас есть, на столов много 3-метровых. Поставим стол поменьше, расположим, и уже там будет всегда порядочек. Ну, а здесь уже буду я готовить. Я так мечтала быть одна, но все-таки мы решили сделать так. Завтра здесь мы планируем эмульсионкой все покрасить. Ивану еще надо выкладывать будет фартук. Мебель, я уже сказала, моя придет. Моя. Мне придет мебель в конце. Да, сыночка, ставь. Валерка замучился бегать. Я готовлю, он то сахар закончится. В 5 гоняет. Я забыла, что говорила. Но вот такие у нас изменения здесь уже можно и коридор будет. Еще в коридоре Ваня не прошел, не прокрасил, да? Коридор еще вообще не готов. Да, коридор еще не готов, говорит. А у меня еще подруга приезжает 20 августа, поэтому мне нужно быстренько наводить дома порядок. Мы же еще помимо этого всего, мы еще у мальчика в туалете кладем кафель на плитку на стены. Поэтому работы непочатый край. Поэтому мало снимаем. Грязно. Вы знаете, вроде бы не грязно, убираемся, как и убирались. Жизнь идет, как и шла. Ну вот мне раньше даже, Иван, мы были вдвоем, болеем. Температура 39. Иван на работе, я встану, дела делаю, приедет. Ну что ты делаешь? А как можно болеть в грязном помещении? Я говорю, сейчас уберусь и буду с чистой совестью болеть, лежать. Так и здесь. Просто уже, правда, устали. Ну, нету такого, что прям сильно. Дома-то там все как и было, но вот здесь вот это вот уже пора все заканчивать.
Тоже школа скоро уже, и детям еще и позавчера картошку одну грядку выкопали. Она у нас сейчас на веранде тоже лежит, рассыхает. Сейчас покажу. Ну вот, с одной грядки картофель. Такой у нас, и тут под тряпочкой тоже. Вот тут он лежит хорошо, отлеживается, просыхает. У нас не веранда, как-то нам написали, что у нас веранда, как сказать, мобильная. Что мы на ней только не делаем. На велосипедах катаемся, на качелях катаемся, на мотоциклах катаемся. И в карты играем. Вот, допустим, сейчас мальчики весь день работали, сели на 5 минут, с дедом сидят, играют. Дед их перехватил. Да. Так, ну что, Никитка, пошли. Валер, садись. Вот такая пошла я, у меня готовятся баночки. Теперь прокипело, 20 минут кипит, все. Сахар разошелся очень хорошо. Соль разошлась. И теперь 2 столовые ложки 9% уксуса на литр томата. У меня здесь 8 литров. 2. Все. Будет достаточно прокипеть этому уксусу, потише сделаю, пока я сливаю баночки. Баночки готовы. Воспользуюсь вот этой крышечкой. Начинаю закрывать баночки. Сахар, соль положила. Уксус добавила. Все, заливаю. Томатик кипит. Вкусный будет томатик. Его и так в охоточку попить. Ой, сверху прям налила. И так в охоточку попить. Папа! Па! Сейчас. Папа! Ну закрути мне банки. Вот прям так и крути, ничего страшного. Давай, я буду наливать. Позвала Ивана. Все-таки Иван, не обращайте внимания. Стройка, руки только помой, солнышко. Давай помой руки, я пока. Иван слез со стремянки, пришел, руки помыл. Но тоже время уже, кстати, сколько? 20 минут 8 вечера уже, говорит, все. Уже сил нет, устали сегодня все. И парни устали, и девочки устали, и мы устали. Все устали. Как кетчуп. Помидорки будут, ой, огурчики будут очень вкусные. Подольше им сейчас постоять так хорошо, чтобы они пропитались. Не надо утрамбовывать сильно баночки, чтобы вот этого рассольчика было побольше прям. Побольше, побольше. Ну все, я закончила со своими банками. У меня кончилась камера, Никитка ее выключил потом. Получилось, что я 8 литров рассола сделала. Закатала 4,5 килограммов огурцов в пульпе, да, в томатном соке. Но не все 8 литров ушли на огурчики. Ушло только, я ищу баночки просто. Ушло, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 баночек. Из них несколько баночек пол-литровых, несколько 700-граммовых. И 2 баночки вот такие, я даже не знаю, сколько это литров, В общем, как его сказать, томат. Я уже устала, как и рыбаки тоже вся никакая. Этот томат я слила в баночки, он такой вкусный, аж до слюна идет. И вот представьте, когда соляночку готовить сборная с колбасками, вот его-то добавить, представьте, как вкусно будет. Он со всеми специями, он настоится. Мы же туда и так добавляем. Здесь дети все сидят, у нас вообще дома балаган, но такой приятный балаган. Дела делаются, все хорошо. Поэтому и еще 8 литров у меня осталось. Я сделала вот столько баночек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 баночек.
12 полулитровых и 1 750 граммовая. Это я уже сделала из того томата кетчуп. Но я его рассказывать не буду в этот раз. Я его еще потом лучше покажу.